Главной темой нашего сегодняшнего разговора станут те бурные и порой драматичные события, которые прямо сейчас разворачиваются на съемочных площадках Турции. Мы не просто коснемся поверхностных новостей, а глубоко обсудим то, что успело произойти у ведущих актеров за эти невероятно насыщенные минувшие выходные. Индустрия буквально кипит, громкие скандалы из-за профессиональных амбиций сменяются неожиданными кадровыми перестановками, а личные драмы звезд переплетаются с их международными успехами. Нас ждут истории о внезапных уходах из проектов, конфликтах, которые выплескиваются в социальные сети, и, конечно, подробности визитов турецких кумиров в СНГ. Информации очень много, она противоречивая и захватывающая, поэтому я, конечно же, желаю вам приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, отвлекитесь от дел и давайте начинать погружение в это закулисье. Первым делом мы направляемся в кулуары одного из самых рейтинговых и обсуждаемых проектов сезона – сериала «Клюквенный щербет». Здесь разгорелся нешуточный скандал, в центре которого оказался исполнитель роли Фатиха, актер Дагукан Гюнгер. Казалось бы, производственный процесс должен идти своим чередом, но камнем преткновения стали не сценарные повороты или творческие разногласия, а, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, амбиции и титры. Ситуация резко обострилась на фоне глобального обновления каста. После того, как проект покинула его многолетняя экранная партнерша Сыла Тюрколу, Дагукан вполне обоснованно рассчитывал, что теперь именно его имя возглавит список актерского состава, заняв почетную первую строчку. Для артистов турецкой индустрии очередность упоминания в заставке – это далеко не просто техническая формальность, а показатель статуса, престижа и признания их вклада в успех многолетнего шоу. Однако ожидания Гюнгера столкнулись с суровой реальностью продюсерских решений. При утверждении обновленного списка, куда вошли новые приглашенные звезды, имя Дагукана вновь оказалось не на вершине актерского Олимпа, уступив позицию вновь прибывшим артистам. Реакция актера не заставила себя ждать и была весьма острой, вполне в духе современных медийных войн. Он демонстративно отписался от официальной страницы сериала в социальных сетях, а кулуарно заявил, что не вернет подписку и не сменит гнев на милость до тех пор, пока порядок имен в титрах не будет пересмотрен в его пользу. Этот цифровой демарш не остался незамеченным ни фанатами, ни журналистами, мгновенно разлетевшись по заголовкам желтой прессы. Сам Дагукан позже решил немного прояснить свою позицию, дав комментарий, полный скрытой горечи и профессиональной гордости. Он подчеркнул: «Съемочная площадка – это наше рабочее место, наша гордость». В этих словах читался прозрачный намек на то, что подобные решения руководства обесценивают труд старожилов проекта, которые тянули рейтинги на себе несколько сезонов. Актер дал понять, что считает в корне неправильным, когда приход новых лиц или уход старых меняет устоявшуюся иерархию уважения на площадке. И хотя он благоразумно не стал выносить весь ссор из избы и раскрывать детали личных разговоров с продюсерами, его поступок говорит громче любых интервью. Напряжение в команде «Щербета» явно достигло пика, ведь когда ведущие актеры начинают публично выражать недовольство такими нюансами, это часто свидетельствует о глубоком кризисе внутри коллектива. Но пока одни сражаются за строчку в титрах своего текущего сериала, другие принимают гораздо более радикальные решения, покидая громкие премьеры буквально за шаг до команды «Мотор». Буквально в эти выходные стали известны сенсационные подробности о готовящейся турецкой адаптации масштабного проекта под названием «Холдинг». Премьера этого сериала была запланирована уже на декабрь, и градус ожидания среди зрителей был запредельным. Однако, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, которая перевернула все расклады. Алина Босс, изначально утвержденная на главную женскую роль и уже готовая к съемкам, внезапно покинула проект. Для индустрии, где контракты подписываются заранее, а графики звезд расписаны по минутам, уход главной актрисы практически на финишной прямой перед запуском – это событие экстраординарное, мгновенно порождающее массу вопросов и домыслов. Журналисты тут же принялись выяснять причины такого резкого отказа, но куда интереснее и горячее оказалась информация о том, кто же теперь спасет ситуацию и займет освободившееся место главной героини. Согласно пока не подтвержденным, но очень настойчивым данным из авторитетных источников, экстренной заменой Алине может стать никто иная, как Сыла Тюрколу. Если эти слухи воплотятся в реальность, нас ждет одна из самых громких кастинговых рокировок уходящего года.
Актриса, чье имя сейчас не сходит с первых полос, имеет все шансы присоединиться к звездному составу и сыграть ключевого персонажа этой бизнес-драмы. И здесь есть один крайне любопытный нюанс, который делает эту версию не просто сплетней, а весьма вероятным развитием событий. Режиссером проекта «Холдинг» выступает знаменитый Кечи. Именно этот постановщик ранее работал с Элой над запуском первых сезонов «Клюквенного щербета». Он прекрасно знает ее актерский диапазон, рабочую этику и потенциал. В турецком кинопроизводстве личные связи решают многое, и вероятность их повторного творческого союза выглядит более чем логичной, ведь режиссеры часто предпочитают работать с теми, кому уже доверяют и с кем прошли боевое крещение высокими рейтингами. Конечно, официального стейтмента от продюсерской компании пока не поступало, и ситуация остается в подвешенном состоянии, держа фанатов в напряжении. Аудитория уже разделилась на два лагеря. С одной стороны, многим очень жаль и крайне неожиданно осознавать, что Алина Босс в последний момент вышла из игры. Огромное количество зрителей с нетерпением ждали ее экранного тандема с мужественным и харизматичным Ибрагимом Челикколом. Казалось, что визуальная и энергетическая химия между этими двумя актерами могла бы стать настоящей бомбой сезона. Но обстоятельства сложились иначе. С другой стороны, перспектива увидеть в паре с Ибрагимом именно Сылу Тюрколу вызывает не меньше интереса и обсуждений. Если актриса даст свое согласие, это привнесет в проект совершенно новую энергию и, возможно, создаст даже более страстный и непредсказуемый дуэт, чем планировалось изначально. Сейчас вся индустрия замерла в ожидании, подтвердится ли этот инсайт и действительно ли мы увидим Сылу в новом амплуа уже в декабрьской премьере. А пока одни звезды примеряют на себя новые роли в будущих хитах, другие возвращаются туда, где их уже, казалось бы, списали со счетов, чтобы спасти положение в текущих эфирах. Тем временем, пока одни проекты лихорадят от поисков главных героинь, создатели многострадального, но любимого миллионами «Клюквенного щербета» решили сделать ход конем и обратиться к проверенным временем решениям. На фоне бесконечных новостей об уходах, ссорах и расставаниях, настоящим бальзамом на душу для преданных зрителей стала информация о возвращении в каст Егита Киразджи. Актер, блестяще воплотивший образ харизматичного Рюзгара, вновь присоединяется к съемочной группе, и это событие обещает стать одной из самых значимых сюжетных арок ближайших эпизодов. Его возвращение – это не просто появление знакомого лица в кадре, а стратегически важное решение сценаристов, которое, судя по реакции в социальных сетях, было принято публикой с огромным энтузиазмом. Особенно тепло эту новость встретили поклонники линии Нурсемы. После череды драматичных событий в жизни этой героини, зрители с опаской ожидали, что сценаристы введут для нее очередного, совершенно нового мужчину, с которым придется выстраивать отношения с нуля, проходя через утомительные стадии знакомства и притирки. Однако создатели сериала пошли по другому, более тонкому пути. Возвращение старого доброго Рюзгара воспринимается как жест уважения к аудитории. Вместо того, чтобы плодить новых персонажей, авторы решили развить и углубить уже существующую, но не до конца исчерпанную историю. Это тот редкий случай, когда возвращение к прошлому выглядит гораздо перспективнее и интереснее, чем попытка начать все с чистого листа. Фанаты отмечают, что динамика между Нурсемой и Рюзгаром всегда была особенной, наполненной искрами и невысказанными чувствами, и теперь у нас появляется шанс увидеть, к чему приведет их новая встреча уже в изменившихся обстоятельствах. Такой сценарный поворот дает надежду на то, что сериал, несмотря на все турбулентности за кадром, все еще способен выдавать качественную и логичную драматургию. Казалось бы, вот он, пример взвешенного подхода к развитию сюжета, когда авторы слышат желания своей аудитории. Но, к сожалению, в мире турецких дизи логика и здравый смысл зачастую соседствуют с полнейшим абсурдом, и вслед за радостной вестью о Рюзгаре сеть взорвали слухи, в которые поначалу даже сложно поверить. Если возвращение Егита Киразджи зрители восприняли с воодушевлением как шаг к здравому смыслу, то следующая волна инсайдов вызвала у аудитории состояние, близкое к шоку и недоумению. В социальных сетях и на фанатских форумах с пугающей скоростью распространяются слухи о том, что в сюжет могут вернуть персонажа Гёрким. Эта информация пока не получила официального статуса, но сам факт таких обсуждений заставляет многих поклонников нервничать.
Ведь если это действительно произойдет, то проект, который изначально позиционировался как острая социальная драма, рискует окончательно потерять связь с реальностью и превратиться в неправдоподобную сказку с элементами фантастики. Многие преданные зрители искренне надеются, что эта новость останется лишь на уровне досужих сплетен и никогда не воплотится в сценарии. Сюжетная канва сериала в последнее время и так претерпела слишком много хаотичных изменений, порой напоминая лоскутное одеяло, которое трещит по швам от обилия нелогичных поворотов. И если к этому шаткому конструкту добавить еще и внезапное воскрешение или необоснованное возвращение Гёрким, это станет, пожалуй, финальной точкой в превращении истории в полнейший абсурд. Такой ход выглядел бы как признание авторов в том, что у них закончились свежие идеи, и они вынуждены ходить по кругу, пытаясь реанимировать отыгранные конфликты. У зрителей возникает вполне резонный вопрос: зачем возвращать фигуру, чья история, казалось бы, была завершена, рискуя при этом окончательно разрушить логику повествования? Это вызывает больше раздражения, чем интереса. Конечно, в мире турецких сериалов возможно все, но есть границы, переступать которые опасно для рейтингов. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такой перспективе. Считаете ли вы, что возвращение Гёрким добавит огня, или же это будет роковой ошибкой сценаристов? И пока мы с тревогой обсуждаем судьбы вымышленных героев, надеясь на благоразумие создателей шоу, реальная жизнь подкидывает нам поводы для настоящей грусти, которые, увы, нельзя просто переписать в следующем эпизоде. К огромному сожалению, не все новости сегодняшнего выпуска касаются лишь профессиональных перестановок и сценарных интриг. Иногда реальная жизнь подбрасывает сюжеты куда более драматичные и болезненные, чем любой вымышленный сериал. Авторитетное издание EN Magazine вышло с печальным сообщением о том, что известная актриса Иром Хельваджиоглу и ее супруг Урал Каспар приняли непростое решение о разводе по обоюдному согласию. Эта информация прозвучала для поклонников и журналистов как гром среди ясного неба, ведь внешний их союз казался гармоничным и крепким. Пара официально связала себя узами брака всего лишь в прошлом году, и, казалось, их семейная история только начинается. Однако самый душещипательный и острый момент этой ситуации заключается в том, что разрыв происходит на фоне совсем недавнего пополнения в семье. Буквально 1,5 месяца назад, в середине октября, у супругов родилась долгожданная дочь. Новость о расставании родителей, когда в доме только появился младенец, вызывает у общественности искреннее сочувствие и недоумение. Сложно представить, какие именно разногласия могли привести к столь радикальному шагу в такой трепетный для любой семьи период. Конечно, в глубине души все мы надеемся, что это лишь очередные газетные утки, которыми так славится турецкая желтая пресса, или же временный эмоциональный кризис, который молодым родителям удастся преодолеть ради общего будущего и счастья ребенка. Очень не хочется верить, что семья может разрушиться в тот момент, когда она должна быть максимально сплоченной. Мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации, надеясь на опровержение или примирение. Но чтобы окончательно не погружаться в меланхолию и грусть, предлагаю перевернуть эту страницу и перенестись к самому светлому, яркому и праздничному событию этих выходных, которое дарит нам улыбки и вдохновение. Эти дни окрашены в яркие праздничные тоны, ведь свой день рождения отметила одна из самых ослепительных и обсуждаемых турецких актрис современности, великолепная Ханде Эрчель. В этот особенный день хочется пожелать ей не только бесконечного женского счастья и крепкого здоровья, но и тех самых неповторимых творческих вершин, к которым она так уверенно стремится. Ее путь к славе напоминает вдохновляющую историю успеха. Начиная со скромных школьных спектаклей и детских мечтаний об актерстве, она шаг за шагом покоряла индустрию. Сначала были престижные конкурсы красоты, где она с достоинством представляла Турцию, затем многочисленные съемки в рекламе и работа телеведущей. Но настоящий, оглушительный мировой триумф пришел к ней в 2020 году вместе с ролью Эды в феноменальном проекте «Постучись в мою дверь». Этот сериал не просто сделал ее имя узнаваемым в каждом уголке планеты, но и окончательно закрепил за ней статус иконы стиля и одной из самых талантливых красавиц эпохи. Однако Ханде не привыкла почивать на лаврах, и даже свой праздник она встречает в активном рабочем ритме, готовясь к важному международному событию. Ханде Эрчел хочет лично представить зрителям свой новый фильм под интригующим названием «Два мира, одно желание». Премьера обещает быть громкой,
картина сначала появится на цифровых платформах, а буквально через пару дней выйдет и в широкий кинопрокат. Безусловно, теплый прием публики и успех этой ленты станут для актрисы лучшим и самым запоминающимся подарком ко дню рождения. Мы с нетерпением ждем первых кадров и надеемся, что фильм получится таким же сочным и ярким, как и сама именинница. Любопытно, что Ханде далеко не единственная звезда такого масштаба, чьи карьерные и личные пути в эти дни неожиданно тесно переплелись с СНГ. Действительно, ниточки судьбы удивительным образом ведут в СНГ и ее бывшего партнера, любимца миллионов Керима Бюрсена. Пока фанаты обсуждают громкую премьеру Ханде, стало известно, что проект с участием Керима также готовится к штурму зрителя. Речь идет о продвижении сериала на крупном контент-маркете, который пройдет с 26 по 28 ноября. Несмотря на то, что на родине, в Турции, телевизионные рейтинги этого проекта были достаточно скромными и вызывали опасения, международный интерес к нему не угасает. Официального решения о полном закрытии и прекращении продаж пока не принималось, что говорит об устойчивости бренда Бюрсена за рубежом. Участие в выставке открывает перед сериалом новые горизонты распространения на территории СНГ, и мы искренне желаем команде удачных сделок. Всегда радостно видеть, когда проекты, испытывающие трудности с локальными цифрами, находят вторую жизнь благодаря любви иностранной аудитории. Но Керем Бюрсин умеет подогревать интерес не только деловыми новостями, но и интригами на личном фронте. В социальных сетях появились новые, весьма красноречивые свидетельства, подпитывающие слухи о его романе с популярным блогером Селин Якджаглу. Артист не остался в стороне и оставил теплый комментарий под новым постом Селин, где она делилась кадрами с празднования своего дня рождения. Подобные знаки внимания не укрылись от зорких глаз поклонников, которые уверены, пара поддерживает близкие отношения уже некоторое время. И хотя официального подтверждения от самих знаменитостей пока не поступало, их взаимодействие в сети продолжает привлекать пристальное внимание. Селин – девушка безусловно яркая и красивая, и если между ними действительно зародились настоящие чувства, нам остается лишь порадоваться за Керима. А пока наш герой покоряет сердце и международные рынки, турецкие продюсеры не дремлют и готовят к запуску настоящую тяжелую артиллерию, новые сериалы, которые обещают взорвать рейтинги уже этой зимой. Пока наши любимцы покоряют международные горизонты, внутренняя индустрия Турции готовит мощнейший ответ, способный приковать зрителей к экранам этой весной. Известная журналистка Берсен Алтунташ поделилась эксклюзивными подробностями о грядущих премьерах, актерский состав которых звучит как заявка на абсолютный успех. Уже в марте планируется выход нового амбициозного проекта, где главные роли исполнят великолепная Бирджи Акалай, харизматичный Альперен Дуймас и талантливая Дерья Пенар Ак. Сценарий обещает быть провокационным и невероятно эмоциональным. В центре истории окажется сложнейший любовный треугольник, где мать и дочь влюбляются в одного и того же мужчину. Эта драматическая завязка уже сейчас вызывает бурные споры, ведь создателям предстоит пройти по тонкой грани морали и семейных ценностей, исследуя самые темные уголки человеческих чувств. Но это не единственный сюрприз, который готовят продюсеры. Берсен Алтунташ также сообщает, что в феврале свет увидит еще один многообещающий сериал под рабочим названием «С нами ничего не случится». Главные партии в нем доверены звездам первой величины Мерту Рамазану Демиру и Мирай Данар. Учитывая бешеную популярность Мерта, этот проект заочно попадает в список самых ожидаемых новинок года. Мы с нетерпением ждем эти две роскошные премьеры, надеясь, что они подарят нам тот самый накал страстей и качества, за которые мы так любим турецкий кинематограф. Однако жестокий закон телевизионного бизнеса неумолим. Чтобы освободить место в эфирной сетке для новых хитов, телеканалам приходится безжалостно прощаться с теми историями, которые, увы, не выдержали конкурентной гонки. К сожалению, закон телевизионных джунглей суров и непреклонен. Чтобы освободить место в эфирной сетке для свежих и амбициозных новинок, каналам приходится прощаться с историями, чей звездный час, увы, уже позади. Пришло официальное подтверждение о завершении сериала «Если король проиграет». Этот проект мужественно боролся за внимание аудитории на протяжении 2 сезонов, но нестабильные рейтинги последних недель не оставили продюсерам выбора.
По данным надежных источников, создатели приняли волевое решение не затягивать финал и поставить красивую точку. Заключительные 3 серии выйдут в эфир уже в самое ближайшее время. Конечно, для поклонников прощания с любимыми героями это всегда грустный момент. Однако, если посмотреть на ситуацию под другим углом, в этой новости есть и явный позитив. История сериала, если король проиграет, не будет искусственно растянута, не потеряет своей логики и не превратится в бессмысленный набор сцен ради хронометража. Зрители получат то, что заслужили, полноценный, продуманный финал, который достойно закроет все сюжетные линии. Это гораздо честнее по отношению к аудитории, чем внезапное закрытие на полуслове. И пока одни проекты готовятся к своей лебединой песне, другие, напротив, бьют все мыслимые рекорды популярности, превращаясь в настоящие феномены эфира. Тем временем, пока одни проекты уходят в историю, другие вписывают свои имена в нее золотыми буквами, демонстрируя результаты, от которых захватывает дух. Настоящим феноменом телевизионного сезона стал сериал «Красные бутоны», чья популярность растет в геометрической прогрессии. Официальная страница проекта в социальных сетях преодолела внушительную психологическую отметку в 1 миллион подписчиков, что в нынешних реалиях является показателем колоссальной вовлеченности аудитории. Но главный успех измеряется не лайками, а сухими цифрами телеметрии, и здесь проекту есть чем гордиться. С выходом очередного эпизода сериал пробил важнейший рубеж в 15% в престижной категории ABC. Это не просто успех, это заявка на абсолютное лидерство. Такие показатели позволили «Красным бутонам» вступить в прямую и жесткую конкурентную борьбу с другим громким хитом сезона – сериалом «Далекий город». Это противостояние двух титанов эфира стало главной интригой для аналитиков и зрителей. Фанаты находятся в полном восторге от того уровня напряжения и драматургии, который предлагают сценаристы. В комментариях многие отмечают, что давно не испытывали столь сильных и глубоких эмоций от просмотра телевизионного проекта, где каждый диалог и взгляд имеют значение. Такая высокая планка качества подтверждает, что сериал занял особое, можно сказать, культовое место в современном телевизионном ландшафте, заставляя миллионы людей каждый понедельник откладывать все дела ради новой серии. И, судя по всему, эта битва гигантов только набирает обороты, обещая нам еще немало сюрпризов в рейтинговых таблицах. И вот сегодня, 25 ноября, мы уже можем подводить итоги этой грандиозной телевизионной схватки, которая развернулась на экранах вчерашним вечером. Битва между «Красными бутонами» и «Далеким городом» наверняка оставила у зрителей массу впечатлений, и социальные сети уже кипят от обсуждений прошедших серий. Очень интересно узнать, на чьей стороне в итоге оказались вы. Выбрали ли вы проверенную драму или дали шанс амбициозной новинке? Обязательно пишите в комментариях, какой проект завладел вашим вниманием. И, конечно, мне очень важно услышать ваше мнение о главной интриге выпуска. Как вы оцениваете возможную замену Алины Босс на Сылу Тюрколу в сериале «Холдинг»? Станет ли это новым громким успехом или поводом для разочарования? Оставляйте свои мысли, не забывайте ставить лайки, чтобы мы продолжали следить за событиями турецкого шоу-бизнеса вместе. Спасибо, что провели это время с каналом «Любовь и мечты», и до скорой встречи в следующем выпуске.